Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим прохождение игрушки «Стационер». Прохождение-обучение. Обучение, опять же, делюсь с вами своим опытом, чтобы начинающим было легче познать эту игру и научиться самым минимальным, так сказать, азам и начать играть более уверенно. Поэтому делюсь с вами тем, что умею. Давайте начнем игру. На чем мы в прошлый раз остановились? Сейчас опять мышку. Смотрите, какие планы на сегодня у нас. То есть я хотел бы, не хотел, я сейчас этим займусь, увеличить количество батарей, потому что уже не справляются они. То есть у нас их сейчас 3 штуки, ну давайте добавим еще 3, наверное. Увеличим, так сказать, мощность. Что нам для этого надо? Нам нужно добавить в количестве 3 штук. Нет, 6 каркасов. Железные каркасы. В количестве 6 штук. Что у нас по железу? 5 листов. Это мало. 5 листов мало. 4, 5, 6. Ну и сразу сделаем железные листы. Из железа 6 штук. Ставим делать солнечные панели в количестве 3 штук. Так, базовая солнечная панель нам нужна. Не базовая, нам нужна базовая усиленная солнечная панель. 3 штуки 30 январа. Нужно. Что у нас по январу? Припой. Константан. Ага. Январа у нас нету, да? Хорошо. Идемте сделаем январь тогда. Железо-никель. Железо-никель это здесь. Да, никель. Железо. Идемте выплавим январь. Температура от 920 до 1230 при давлении 18-20. Ну, опять же, на F1 нажимаете, руды, нет, не руды, извиняюсь, слитки, январь. Ну вот, минимально 927 градусов и давление 18-20. У нас 18 давление есть, температуры не хватает. Значит, будем поднимать температуру. Тихонечку. При этом надо будет скинуть давление. Да. Сразу скидываем давление. И надо будет немного подождать. Еще 3 к 1 закидываем.
ждем. Идемте, пока оно тут парится. Поставим каркасы, чтобы зря не стоять. То есть увеличиваем нашу площадку на 3 каркаса. Да. Можно и тут увеличить, но здесь особо не надо, потому что здесь я буду в дальнейшем ставить большие батарейки. И мне их штук 5 здесь будет достаточно. Поэтому особого смысла ставить нету, но для красоты, для симметрии давайте поставим. Примерно вот так. Так, это не нужно. Давайте сразу и кабель подтянем. Кабель поставили. Провели, так сказать. Идемте решать с инваром. И делаем 3 панельки. Ага, еще солнечную надо сделать. Ой, солнечную турбину эту ветровую. Так, что у нас тут? 790. Ну, продолжим. Закидывание. 900. 520 минимально, но давление большое, поэтому ждем, пока упадет давление. И я думаю, что будет все нормально. Так что вот это можно выключать. Это уже 24, 23. Дальше, что еще хотелось бы? Хотелось бы... Пока там выплавляется. Хотелось бы показать вам, что такое глубинный рудокоп. Вот он, глубинный рудокоп. Сталь у нас есть, электрум, опять же, инвар нужен, константан 5, электрум 5. Давайте возьмем константана. Так. 10. Электрума 10. Так. Так. Инвар. Инвар мы сейчас сделаем. Раньше глубинный рудокоп была незаменимая вещь. В каком смысле? Вы здесь ставили себе их 4 там. То сколько? Я ставил не меньше 6. В ряд, 2 ряда делал, 1 ряд, 2 ряд. И они добывают с глубины, как оно там называлось. В общем, с глубины добывала какую-то массу, руду, смешанную опять же. То есть эта смешанная руда попадала в центрофугу. Центрифугу, да. И центрифуга ее делила на руды. То есть получалось отдельно золото, отдельно. Было очень интересно. Опа. Что-то я тут пропустил. Сейчас поднимем давление резко. В общем, и вы получали в итоге всю руду, которая есть на планете. Вы могли ее получить из Земли, недр Земли. То есть сейчас эту систему переделали. Я вам покажу. То есть теперь в определенном месте копается определенная руда. То есть нет смысла сейчас ставить 6 глубинных рудокопов.
Потому что они все будут копать одну руду. Поэтому теперь это дело надо искать. Ну, опять же, сейчас подойдем к этому, я покажу. То есть ищите место, где какая руда есть, ставите там глубинный рудокоп, потом соединяете, делаете систему, чтобы он мог работать. Электричество там. Так. Давление сейчас чуть-чуть скинем. По идее, январь уже должен быть готов. 20, все. Январь готов. Ну и пускай стоит себе. Это нам уже не надо, не надо. Это тоже не надо. Идемте вы. Так, здесь нам нужно января 10, здесь 30. Давайте делим его пополам. Ставим куда-то сюда. И этот делим вот так. То есть 40 штук мы кидаем сюда, 10 штук мы кидаем сюда. Запускаем глубинный и запускаем солнечные панели. Так, смотрим, меди хватает, стали хватает на 3 штуки, электрума хватает, января хватает. Все, ждем. Также хочу сегодня... Сейчас посмотрим. В принципе, можно. Пока готовится, давайте сбегаем. Хочу показать... секунду. Я за не скинул. Оно мне уже не нужно. Хочу показать, точнее даже не показать. Давайте зажгем. Поставить, выращивать уже какую-то культуру, потому что уже пора. Еда хоть и есть еще, но, как говорится, она все равно кончается, поэтому надо задуматься и да, подготовиться. 58%. Здесь первая пошла. Ладно, пускай пока все равно все само выключится. У нас же автоматизирован процесс. Идем наверх. Сразу открываем углекислый газ. Он нужен для растений. И нажимаем на кнопку. Ага. Здесь не соединился, еще трубы нужны. Забыл. Ничего. Сейчас я напомню себе, что нужно. Давайте тогда пока эти растения поставим сюда. Пока не будем трогать. Так, здесь нужны трубы. Низкий заряд. Заряд. Токсины. Токсины я оставлял этот фильтр включенный, он откачал все токсины, которые были здесь, присутствовали. Смотрите, пока я его не собираю, вот в нем все токсины в нем. Его, чтобы разобрать, ни в коем случае нельзя делать это здесь в помещении. Потому что все токсины, которые он собрал, которые в нем, они опять попадут в эту атмосферу. То есть его, чтобы разобрать, его нужно взять за эту ручечку, вытащить, закрыть здесь шлюз, выйти и там его разобрать и выпустить все в атмосферу. Ну, так как он показывает, что он еще практически пустой, можете им пользоваться до тех пор, пока не дойдет стрелочка, ну, пока он не переполнится. В дальнейшем я поставлю обычный фильтр, ну, этот переносной, я имею в виду стационарный. И поэтому этот я уберу потом.
Что мне здесь надо? Мне нужны трубы в количестве, наверное, штук 15, я так думаю. Да даже 20, потому что мы потом будем делать систему Харви. Потом, что мне нужно? Один сокет с микропроцессором. На него я кину программку на эти станции гидропоны, чтобы они включались, выключались, то есть давали освещение растениям. Растения не любят, когда постоянно светло, но и не любят, когда постоянно темно. То есть программка, код записан с расчетом 300 секунд темно, 600 секунд светло. То есть 600 секунд это 5 минут, и 2,5 минуты темно, так получается. Вроде. Так, 15 труб, сокет. Ну и освещение, потолок, этим я буду потом заморачиваться. Так, давайте идем, кинем сокет, трубы. И уже начнем выращивать хотя бы картофель какой-то, там пшеницу, то, что у нас вот есть 3 пакета. Соевые бобы. Потому что соевые бобы нужны для масла, для приготовления, для изготовления. Картофель будем кушать. Что я тут смотрю? Трубы. Меня не спасут. Так, все готово. Ищем трубы. Делаем 20 штук. И делаются. Так, солнечные панели. 15 стекол забыл поставить. Естественно, что-то надо забыть. Так, стекла. 15 штук. Стеклянные листы. Думаю, должно хватить. На 15 листов. То есть надо, да, увеличить солнечные панели, количество. И постепенно. Сейчас посмотрим, какая руда. Давайте сразу сделаем планшет. Один. Обычный. Делаем планшет. Делаем, я не помню, как называется эта плата. Управление плюсом. Вот он, глубинный рудокоп. Тоже его делаем одну штуку. Берем одну. Возьмем. Берем планшет. Открываем его. И эта плата. Вот он наш. Так, ее мы берем, сразу закидываем. То есть мы сейчас посмотрим, какая руда присутствует возле нашей базы. Включаем. Углеводород. То есть уголь. У нас на базе уголь. Если мы отбежим подальше. Вот видите, золото 0,3. То есть здесь можно ставить глубинный рудокоп, который будет копать золото. Возле базы только уголь. Вот, углеводород. Это уголь. Бежим дальше. Золото, золото. Ну, можно 2 поставить. Один будет добывать золото, один уголь. Вообще, в идеале нужно искать места, где железо, кремний, медь. Потому что это те руды, которыми мы пользуемся постоянно.
золото, уголь. Это можно, как говорится, и накопать ручками. Места уже нету, надо что-то делать. Так, что у нас еще? Глубинный рудокоп пока пускай лежит. Идемте увеличим мощность солнечных батарей. В 2 раза, грубо говоря. Таким вот образом. Всё. И потихонечку надо, да, выходить в улучшенную печь, чтобы мы могли сделать те слитки, которые позволят нам сделать хорошую, в смысле не то что хорошую, а обычную усиленную солнечную панель. То есть вот набор обычный, а вот есть усиленная солнечная панель. Можно поставить и обычную, как бы, как делают ребята. Они их ставят, потом обшивают полностью их стеклянными стенами. Ну, стенами, можно было, ну, короче, вы поняли, окнами. И сверху, и по бокам. И солнечная панель стоит внутри и как бы генерит эту электроэнергию. Чип. Покет. Можно и так сделать. Никто как бы не мешает это сделать. Опять припой нужен. А припоя, мне кажется, у меня и нету. А, не, есть. Это будет. Так, сокет и микропроцессор. То есть пока делается сокет, можете заказать сразу микропроцессор. Делает сокет, переключите на микропроцессор. Как бы вот так вот. Можно еще поставить экраны, смотреть, что производится. Как бы, да. Можно заморочиться, но мне кажется, вот оптимальный вариант, самый простой и самый нормальный. Так, провода тоже кабеля. Кабеля, что по меди 49. Нормально. Видите, зашли, стоим тут, ждем. Это передатчик энергии работает. Все, что у нас в инструментах, все заряжается. Как бы поэтому тоже удобно. Свет горит, этот можно выключить. Давайте этот рудокоп уберем пока в сторону. К нему мы вернемся попозже. Берем сокет, берем микропроцессор, делаем кабеля. В количестве давайте, у нас 4 штуки, значит 40. И нормально. Будет 48. То есть ничего сложного. От бури закрыты. Второй этаж построили. Хотите, стройте в ширину, в длину. Однотипно, ну, в смысле, одноэтажными зданиями. Мне нравится, когда покомпактнее. То есть, все рядышком, не надо никуда на полкилометра бегать. Сейчас заморочимся с едой, и вообще будет сказка. Это можно выключать. Ну, предварительно, конечно, желательно. Ага. Поставить туда вот этот кусочек угля. Пускай будет в запасе. Ну, идемте заморочимся. Сразу поставим ветровую турбину. Это как она там? Генератор. Ветровой. Для него нам нужно будет, если мне память не изменяет, 5 стальных листов. Так, это есть. Ставим на единичку. Сделаем пока один. Вот, вертикальный это маленький. Он дает, их можно поставить много и где хотите. Но он дает мало энергии. Горизонтальный ветрогенератор. Вот этот нам нужен большой. Их там 2 штуки ставишь и во время бури заряжают
Медь. Ну, на 2 даже хватит. Давайте сделаем 2. Как будет. Паи будут стоять и заряжать. Так. Я просто не помню, когда была последний раз буря, и не хочется рисковать ничем. Давайте все-таки зайдем вовнутрь, оставим это все внутри. Трубы, сокет и этот микропроцессор. На всякий случай. Чтобы не началась буря, пока мы тут будем бегать. Я думал оставить здесь, на полу, но начнется буря, чтобы не получило все урон. Мы сразу здесь где-то это все и скинем. Пока что. Сейчас проведу трубы. Все, трубы провели. Трубы тоже скинем. Смотрите, по воде. Включаем, направляем на трубу. То есть у нас присутствует 40 литров, почти 41 литр воды. Температура воды 18 градусов. Ну и теплота, конвекция. Что я вам и говорил, что труба вот проходит здесь, вот в помещении 22 градуса в данный момент. То есть вода греется за счет того, что труба не изолированная. То есть 18 градусов для воды вполне, не для воды, а для растений приемлемая. Будет горячая, да, естественно, это будет плохо. Сразу выводим провода. Каким образом я вывожу провода? Да, вот таким. Ничего не придумываю. Законнекчиваемся. Вот так. То есть я мог поставить здесь прямую трубу вот так и повести трубы с этой стороны вместо кабеля. Кабель тогда бы уже пошел вместо трубы. Ну, делайте как хотите. Как поставил? Могу и мог, вернее, не то, что могу. Ставил и так, и так. Вот, проверяем. Работает. Работает. То есть температура внутренняя позволяет. Попили водички. Давайте сразу скинем тогда. Погорячился. Не скинем. Свет нужен, света нет. Находим место для этого сокета, который будет отвечать за освещение растений, которые растут. Даже можно здесь как-то приспособить. Никому мешать не будет. Тут мы его и поставим. То есть что нам нужно? Нам нужно вывести кабель сюда. Включить здесь. Так, теперь берем компьютер. Берем микропроцессор. Открываем компьютер. Делаем очистку. Заходим в библиотеку. И у меня должно быть... Гидропон. Свет гидропоника. Нажимаем, перезаписываем. То есть, смотрите, вот 600 включено, 300 выключено. И сам кодик. Я выставлю, конечно, но кто хочет на паузу, поставьте, пишите все то же самое. Пробелы ставите, и все у вас будет работать. Кодик маленький, можно и не выставлять. Вот на паузу поставить и перепишите себе. Экспортируем. Вставляем микропроцессор. Включаем.
Даже ничего не надо прописывать. Он сам работает. Видите, включились оба. Теперь берем картошку. Сажаем 2 штуки. Одну оставляем в запасе. Ну, если вдруг что, чтоб не остаться без картошки. Также и с бобами. Ну, я делаю также совсем. То есть 2 семечка посадили, одно оставили на всякий случай. Если вдруг что-то с урожаем случится, то у вас всегда есть одно семечко в запасе, которое вы можете вырастить. Как засмотреть за урожаем? Просто наводите вот с правой стороны. То есть все горит зеленым, значит все хорошо. Если горит что-то красным, значит уже какие-то проблемы. Видите, пишет, как картофель растет активно, пока не плодоносит. То есть когда появится семечко, при наведении появляется надпись семена картофеля, там семена пшеницы, семена бобов. Пока растет. Растет недолго. Так что единственное, что вот мы автоматизировали свет здесь, а сбор и посадка здесь ручками. Но это в любом случае быстрее, чем в Харви. Харви там думает иногда долго. Все, это работает, это работает. В принципе, здесь мы все сделали. Ждем урожай, потом покажу, как это использовать все. Ну, опять же, я вам говорил, можно и здесь готовить. Ну, в основном я здесь готовлю консервацию. То есть делаю банки, заполняю эти шкафы банками. Еще я делаю семена, отдельно собираю, вот тоже их как бы сохраняю по 10 штук. Как говорится, пускай в запасе лежат. В будущем будет прилетать торговец, у него можно купить семена разные, даже продукцию, также продать продукцию. В общем, начинается торговля. Но опять же, это будет чуть-чуть попозже. Так, с электричеством решили, с едой решили. Идемте смотреть, что будем дальше делать. Начнем как-то постепенно что-то проектировать, переходить постепенно поближе, как говорится, к улучшенной печи. И делать уже более мощные вещи. Давайте сразу сделаю покрытие. Все, постоянно бегаю, забываю все что-то сделать. Давайте 15 штук, я думаю, будет достаточно. Не помешает. Так что... Угу. Ну и пока делается, идемте поставим ветрогенератор. То есть, смотрите, ветрогенератор. У него есть 2 выхода. Опять же, данные и электричество. Данные мне с него считывать смысла нету. То есть я поворачиваю. А вот и бурька подошла. Вовремя. Вовремя подошла бурька. Моток кабеля нужен. Да, 5 листов. Так, и отвертка. Вот он, видите, как крутится? Мощно. Мощно крутится. Сейчас мы его приконнектим. Низкий заряд. Если хватит проводов. А их не хватит. Ничего, тут недалеко осталось. Пойдем сейчас сделаем еще провода. И покажу вам, как он заряжает батарейку. Хватит 12, я думаю, нам хватит усиленного кабеля. То есть при буре заряжается с помощью ветрогенераторов. Бури нету, заряжается при помощи солнца. Этот пока ставим в сторону. Это можно забрать.
9, 10. Так, давайте поменяем батарейку. По еде. Поедим. Берем кабель. Берем кусачки. Идемте. Соединим это дело. Неправильно, это надо соединить, вот, наверное, в эту сеть. Да. То есть там у нас выход уже с батареи, а нам нужен вход в батареи. Вот. То есть генератор сейчас заполняет батарейки. То есть у нас солнца нету, сейчас оно не работает. Можем взять, включить, вот видите, зеленым, переключить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, и смотрим. Направляем на кабель генератор. Танц. Так, подожди. Ветрогенератор. Это он показывает непонятно как. Давайте так, сейчас попробуем. Киловатт-час. То есть напряжение 14. Да. Вот видите, он выдает кабельный. В общем, не знаю. Как проверить? Что-то я... Стационарная батарея. Генератор твердотопливный. Непонятно. Ладно, не столь важно. Кому надо, запаритесь. И... Я говорю, я этим не пользуюсь, оно мне не надо. Я знаю, что твердотопливный выдает, когда уголь, когда он включен, 20 киловатт. А этот, мне, если мне память не изменяет, то ли 10, то ли 5. То есть 2-3 тут будет достаточно для 5 больших батарей. Во время бури он их заряжает. Все, твердотопливный поставили. Потом я здесь выведу. Да. Мониторы, которые будут показывать всю информацию. То есть заряд, разряд, количество, качество. Ну, в общем, посмотрите. В бурю заниматься нечем, поэтому как бы стоим здесь. Думаем, чем заняться. Осталось 2 кабеля усиленных. Медь нужна. И делаем еще 12. Когда пойдем и поставим еще один ветрогенератор. То есть каркас железный и лист. А, опять листов встали надо. Пять листов стали еще надо.
надоело ходить вокруг базы, а не прыгать тут. Ставим. Вот так. То есть, видите, батарейки полные. Один ветрогенератор заполнил 2 батарейки. Ну, одна была не пустая, ну ладно. Факт в том, что во время бури вы получаете от ветрогенератора энергию, которую можете использовать, накапливать в батарее. Поэтому батареи нужно ставить. Они всегда нужны. Железо. Генераторы ставятся на расстоянии 1 фрейм друг от друга. Вот так. Чтобы решить вопрос с выравниванием земли, видите, фрейм исчез. Берете бур. Вот здесь устанавливаете дефолт. Так вот просто. То есть в этом положении он выравнивает уровень вот там, где вы стоите. Видите, вот он выровнял в один уровень. Все. То есть если опуститься ниже вот здесь, он, естественно, будет выравнивать уже уровень там, где вы стоите. Давайте переключать. Он не сможет копать руду в глубину. И обшиваем сразу. И ставим ветрогенератор второй. Также не забывайте повернуть его выходом электричества в эту сторону, чтобы можно было его соединить. Все, видите, он сам поворачивается по ветру. Раньше не поворачивался, раньше стоял как вкопанный. Сейчас, ну, разработчики что-то меняют, что-то добавляют, делают игру все лучше и интереснее. Поэтому уже выглядит более-более. А то раньше ставил генераторы, один в одну смотрел сторону, другой в другую. А сейчас они все соединили в общую сеть. Присутствует там также в принтере электроники предохранители. Можно поставить предохранитель, то есть чтобы не было нагрузки на кабель. Но так как у меня 2 генератора, когда их там стоит 5-6 штук, тогда да, можно ставить смело. А когда их 2, вот видите, 9, и можно поменять баллончик. Этот поставить сюда. Что у нас тут по давлению? Ничего нету здесь. Ну, здесь есть. Включаем. Включаем. Пускай наполняется. Здесь давление падает, здесь давление растет. Все. Идем сразу поменяем батареечку. По фильтрам что? Нормально. Медь есть, железо есть. Так. Значит, на чем мы остановились? Рудокоп. То есть у нас здесь углерод. Углерод, углерод. Углерод. Я обещал вам делать автоматику твердотопливного генератора. Но, чтобы ее сделать, надо, чтобы была подача углерода. Так. Надо подумать. Давайте посмотрим, может где-то железо есть поблизости. Углеводород. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как далеко.
Есть еще один вариант в игре. То есть можно сделать себе очки, которые показывают залежи руды, и бегать с ними собирать. Ну, хочется, знаете, какой-то автоматики. Но я вижу, что автоматика теперь очень сложный вариант с этими глубинными рудокопами. Потому что вы представляете, он на каком расстоянии он будет стоять. И вот до сих пор углеводород. То есть расстояния получаются большие. Естественно, провода сюда никто тянуть не будет. Проще поставить полочные панели, которые будут его обслуживать, и сделать батарейку ему отдельно, чтобы он работал. Потому что присутствует также передатчик на большие расстояния энергии. Но что-то я не понял принцип его работы. Я пытался что-то... Вот здесь есть кобальт, видите? То есть залежи кобальта. Кобальта нам много не надо. Мне нужно железо, мне нужна медь. А кобальт мне точно не нужен. Беда, беда. Думаю я, что глубинные рудокопы нерационально использовать. Ну что, далеко, во-первых. Ладно, посмотрим. Найдем железо, поставим. Я один сделал. Но могу ручками накопать. Железа надо много всегда, поэтому найдем и накопаем. Вернее, поставим производство. Только где его найти? Понятно. Да, придется побегать. Давайте я тогда, наверное, на следующую серию сбегаю, посмотрю, где что. И покажу вам. А сейчас давайте накопаю угля. И покажу автоматизацию топливного генератора. Хотя бы нужно 4 стака, чтобы вы видели принцип. Хотя у меня там уголь вроде был. Да, есть. Все. Надо. Идемте, покажу вам, как автоматизировать топливный генератор. И да, на этом. Не хочу опять растягивать серии надолго, как бы. Поэтому сделали сегодня, то сделали, как говорится. В любом случае, все равно что-то сделали. Он уже и хочет душ принять, надо помещение. Я имею в виду наш астронавт. Так, что нам нужно для автоматизации генератора? Все просто. Берем, заходим сюда. Нам нужен сокет. Нам нужен микропроцессор. И я поставлю мигающую лампочку, чтобы видеть, когда он работает. Хотя... Ну, визуально. Визуально будет видно, что он работает. То есть, когда лампочка будет мигать, мигающая, там, моргающая, то мы будем понимать, что зарядка идет. В будущем, когда здесь выведу те дисплейчики, то мы будем в любом
варианте видеть, что зарядка идет, потому что показатели будут показывать, что идет зарядка. Так, делаем микропроцессор. Принцип кодика, который сейчас будет для генератора, такой же, как для освещения я поставил наверху для гидропонных станций. То есть тоже вводить ничего не надо. Просто поставили кодик туда в микропроцессор, записали, поставили в сокет, и он все сам делает. Там можно понавесить, конечно... единственное, да, наверное, надо будет выставить все-таки твердотопливный генератор. Так, мигающую лампу. Можно поставить туда мониторы. Как бы это все в соке. Ладно, сейчас я вам все покажу, объясню, потому что так на пальцах объяснять не люблю. И вы ничего не понимаете, и я сам не понимаю, что я вам объясняю. Так. Да, исчез планшет. А вот он. Так, планшет пока нам не нужен. Значит, смотрите. Да, это сюда. Провода 16 штук может не хватить. Поэтому давайте еще сделаем хотя бы немного. Четное количество. То есть, если вам мало, сразу можете увеличить количество. Главное, не уменьшайте. Меньше того, сколько сделано, потому что заглючит, придется разбирать пол, вытаскивать микропроцессор, вставлять обратно, перезагружать, в общем, соки. Больше можно делать, меньше нельзя. Значит, давайте сразу смотрим, сколько труб. 2 штуки. Ну, 2 может и хватит. Но лучше, конечно, сделать 4. Труба. Объясню для чего. Чем длиннее будет труба, тем больше... То есть в каждое звено трубы будет попадать 1 стак угля. То есть чем больше будет звеньев, тем больше вы угля загрузите. И... Вообще в идеале, да, ставить выход или со склада с углем, ставить там склад, чтобы чисто уголь туда попадал. Но опять же, этим мы заморочимся не сегодня. Сегодня я вам покажу такой минимализм. Но этот минимализм будет вам давать преимущество того, что вы сможете не сидеть здесь, кидать постоянно. Так, как бы здесь делать? А здесь, наверное, будем делать все большими усиленными проводами. Потому что здесь считывание генератора будет. Так. И тут надо продумать эту систему, потому что в дальнейшем мы будем считывать. А что мы будем считывать? Мы будем с батареи считывать данные. Генератор нам уже не нужен. Я думаю, просто, извините, размышляю, как лучше сделать. Давайте тогда ставим. Считываем, то есть усиленным кабелем. Или это будет ошибка? Опять же, вот сижу, думаю. То есть в дальнейшем мы будем считывать с батарей информацию. А генератор информации нам нужна для автоматизации. Делаем. Потом, если что, переделаем. Все как обычно. Делаем, переделываем. Делаем, переделываем. То есть внедряем сокет в эту систему. Внедрили. Теперь даем ноутбук. Вставляем микропроцессор. Очищаем. Заходим в библиотеку. Ищем генератор. Авто.
Генератор авто. Перезаписываем. Вот смотрите. Что он поддерживает? То есть есть дисплей. Склад можно подключить. Это сам генератор. Разные лампы, мигалки, вот это вот все. В общем, здесь много чего можно подключить. Я посмотрю, я просто не помню эту полную сборку. Я просто ею пользовался давно. И потом как-то я не поставил ничего, просто поставил сокет. И он у меня прекрасно работал, генератор. Поэтому я перестал ставить эти все дисплейчики. То есть дисплей показывает, сколько в нем угля. Количество. Оно мне не надо. Ну, как бы оно надо иногда. Если вы хотите знать. Ну, в общем. Попробую найти, где я его взял. Но я знаю, что вот если вот так вот сделать. Просто его вставить. И приконнектить эту лампочку, допустим. Опять же, давайте посмотрим, где ее поставить. Реактивный ранец включен. Да? Даже здесь. Вот. У меня провода большие, усиленные закончились. Ладно, идем сделаем два провода. По-быстрому. Давайте 4. Ладно. Вот. И мне достаточно, чтобы моргала лампочка, что он работает. Почему? Потому что, да, это последний раз была вот эта система, когда работали эти глубинные рудокопы. Я делал себе помещение на все руды. И у меня в одном помещении был уголь. И я его выводил просто транспортными трубами в генератор. И делал трубы с окнами и видел, сколько у меня в трубе угля. Поэтому даже не заморачивался. Здесь, да, сейчас будет другая система. Здесь надо будет продумывать уже. Опять же, ставить этот глубинный рудокоп. Ставить ему отдельно центрифугу, чтобы он из той руды добывал уголь чистый. То есть тут есть чуть помахаться, замахаться. Ага. Так, ошибочка, значит. То есть он питание должен получать не тут. Нет, тут она, лампочка, я имею в виду, должна получать питание. Она должна получать питание от батарей. Так как у нас батареи... Так, вот здесь чуть беда получается, да. Видите, вот я и столкнулся с проблемой. То есть у меня, если я ставлю лампочку, она должна, к ней должно подходить питание. Но здесь у меня питание идет, в принципе, питание идет от солнечных батарей. Но мне нужно запитать от этих батарей. А чтобы она показывала, когда работает генератор, мне вот эти данные должны быть тоже запитаны от этих батарей. А здесь, получается, пересекается подача электроэнергии с генераторов солнечных батарей. Да, система не будет работать. То есть у меня пересекается... У меня все пересекается. Что в этом случае сделать? Надо делить тогда систему всю. Я думал, проскочу, но не проскочил. То есть... Даже так мы видите. То есть вы поняли, да? Надо разделить систему подачи и выдачи электроэнергии. То есть с батареи выходит один кабель, а на батарее идет другой кабель.
И нельзя, чтобы они между собой пересекались. То есть, что мы должны сделать? Мы должны тогда снять этот сокет. Ну, образом. Опять же, вывести. Вот таким образом кабель. Даже не таким. Здесь надо все продумывать заранее, потому что потом будете переделывать вот так, наверное. Вот так. Сразу так. И так. Потом это в любом варианте переделается, но сейчас, чтобы показать вам эту автоматизацию, мне нужно поступить именно таким вот образом. То есть считываем данные и ведем данные к батареям. Соединяем их вместе с батарейками. Вот, объединили данные. Так, теперь питание можем взять отсюда. Данные тоже присоединить сюда. Что не мешает? Ничего не мешает. А, мешает. Хорошо. А так? А так ничего не мешает. Вот, то есть мы дали и питание, и данные через генератор. Теперь можем смело сокет брать и вклеить на эту стенку, и все будет работать. То есть таким вот образом. Так. То есть вы поняли, да? Ход электроэнергии в батарее идет сзади. То есть заполнение от солнечных батарей, от ветрогенераторов. С батарей электричество выходит на трансформатор. С трансформатора выходит уже электричество, которое нам нужно. Ну, здесь общее электричество. Усиленными все. А здесь уже на первом этаже, которое электричество у нас выходит. То есть мы запитали, дали электричество с трансформатора и соединили данные все тоже в одну цепь тонкими кабелями. Теперь вставляем, включаем. Видите, он зеленым горит, работает. Давайте найдем. Тут нет устройств. В принципе, он все на автомате может работать. Но я для перестраховки ставлю твердотопливный генератор. Теперь сюда же можем приклеить нашу лампу, чтобы она нам моргала. То есть она будет мигать, когда генератор будет срабатывать. Все, в принципе. А, и что еще? Я же хотел трубы поставить, показать. Закидать туда угля. Места не хватило. Куда я трубу дел? Трубы лежат там. Трубы лежат там. Ага. Труб тоже можно было побольше сделать. То есть, смотрите. Как я это делаю. Раз. Два. Три. 4. Еще 2 трубы делаем. Это будет этот, как его, приемник. Можно гармошку длиннее сделать, но этого будет достаточно. 2 трубы делаем.
Давайте сделаем 3. И 3 покрытия хочу тоже сделать. И там дырки. Кодики выставлю в описании на генератор. Пользуйтесь на здоровье. Если прям кому-то очень интересно, как система это работает, посмотрите в интернете. Я, если вспомню, найду, кто выставил эту всю систему, я вам подскажу. Так, тут можно вот так сделать и поставить приемник. Вот таким вот образом. Для чего поставил приемник? Подходите. Раз, два, 3. То есть не надо даже 4 и 5. Просто бросили, он сам закатился куда ему надо. Все, в принципе, генератор у нас автоматизирован. Лампочка загорелась. То есть батареи упадут до 10%, он включится. Зарядит их до 90%, выключится. Здесь можно в дальнейшем поставить, да, опять же, окна, чтобы видеть, сколько где угля. Но это мы сделаем потом. Все, в принципе. Этот баллон заполнился, можно вырубить сразу электричество. Идемте посмотрим наверх, как там поживают наши овощи. Фруктов пока у нас нету. Welcome. Enjoy your stay. Welcome. Сейчас снимем сразу костюмчик. А вон, видите, там вдалеке уже видно. Все растет, все прекрасно. Давление 50, ждем хотя бы 50. Ну, там 55 давление. Ждем хотя бы 50, чтобы не было резкого перепада. И нажимаем кнопочку. Включаем свет. Подходим, смотрите. Пшеница растет активно, пока не плодоносит. Картофель. Картофель растет активно, пока не плодоносит. То есть свет горит, все растет. Вот, в принципе, на этой позитивной ноте я хочу закончить видео. Дальше в следующий раз продолжим. Все-таки, да, я подумаю, чем заняться. Пойду пособираю руду. И опять же подумаем. Скорее всего, начнем выходить в улучшенную печь и строить всю систему фильтрации газов, обеспечения базы газами. И 3-й этаж у нас еще есть. Так что ждите. До новых встреч. Вам спасибо за подписку. Всего вам хорошего. До свидания, дорогие друзья.